Как часто надо поливать рассаду томатов, перцев и баклажанов? В основном это зависит от условий выращивания рассады. В этом видео я назову главные ошибки при поливе рассады и расскажу, на что мы должны обратить особое внимание. Во-первых, надо поговорить о составе грунта. Чтобы процесс полива был максимально эффективным, выращивать рассаду лучше в подходящем для нее грунте. Если почвенная смесь в емкости для рассады слишком тяжелая, то вода надолго задерживается в емкости. Таким образом, корни начинают задыхаться, и рост рассады прекращается. Кроме того, излишняя влага провоцирует различные заболевания корневой системы. Если же почвенная смесь в емкости для рассады слишком легкая, то вода при поливе будет быстро уходить из емкости с рассадой. В таком грунте корень не успевает снабдить водой все части растения в нужном объеме. Теперь о температуре воды. При поливе холодной водой растение испытывает шок. Скорость всасывания воды корнями значительно сокращается. Холодная вода неблагоприятно влияет на жизнедеятельность полезных для растения микроорганизмов в почве. Эти микроорганизмы рыхлят почву, перерабатывают и превращают растительные остатки в полезные для растений питательные вещества. При поливе рассады холодной водой растение не получает достаточного питания. В результате иммунитет растения значительно снижается. Такие растения более подвержены заболеваниям. Разумеется, нельзя поливать растения и горячей водой. Температура воды должна соответствовать температуре, при которой растение эффективно растет. У каждого растения свой температурный диапазон. Теперь о частоте полива. Как часто поливать рассаду? Как правило, рассада своим внешним видом может подсказать нам, когда настала пора ее поливать. При нехватке воды в грунте листья теряют тургор, а их кончики немного опускаются. Опытные растениеводы могут отличить по весу емкость с грунтом, которую уже надо полить, от емкости, которая содержит еще достаточное для растения количество влаги. Некоторые растениеводы могут определить время полива, слегка постучав по емкости пальцами. Они легко определяют звук емкости с сухим грунтом от звука емкости, в которой грунт пока не нуждается в поливе. И последнее, что я хотел отметить, это объем воды для полива. Объем воды зависит от стадии развития рассады. У маленького растения еще мало листьев. Площадь поверхности листьев, через которую происходит испарение влаги, небольшая. Также невелика и площадь всасывания корней. У взрослого растения процесс всасывания и испарения воды происходит значительно интенсивнее. Поэтому объем воды для полива подбирается с учетом возраста растения и климатических условий, таких как температура и влажность воздуха. Не забудьте подписаться на канал. Пока, друзья!